Да, мы видим покраснение, но мы видим покраснение в других соседних зонах, мы видим сосудистую сетку. Что настораживает в этой фотографии, это межгрудное расстояние. То есть вот это вот у нас перегородка носа. А вот дырка. И есть такое понятие, как кокаиновый нос, cocaine nose. Такое случается при подтяжке, вот отпал сосок. Почему такое бывает? Многое зависит от техники выполнения операции. Вот такую вот фотографию мне прислали с просьбой прокомментировать шов после открытой ринопластики. Да, мы видим покраснение, но мы видим покраснение в других соседних зонах, мы видим сосудистую сетку. То есть сама по себе кожа, видите, как она реагирует. Я, кстати, заметил, что вот эта вся такая вот сосудистая сетка в макросъемке особо хорошо видна у курильщиков. То есть, как правило, если человек курит сигареты, у него вот начинает развиваться такая вот сосудистая сетка вокруг. И как правило, вот это покраснение, оно через 6, 8, 10 месяцев уходит. Но если вдруг не ушло, то косметологическими аппаратными методами это все можно исправить. Итак, результат после подтяжки груди. Что настораживает в этой фотографии? Это межгрудное расстояние. Вот это вот место. Что здесь особенного? Видите, здесь такая вот дорожка, как мостик, который соединяет две груди. Этот результат называется симмастия. То есть, когда клиенты хотят, чтобы грудь была максимально близко, просят об этом хирурга. Хирурги травмируют мышцу, рассекают грудную мышцу и, получается, делают вот такой вот туннель между правой и левой грудью. Соответственно, грудь соединяется между собой. Как это исправить? Меняется объем импланта, имплант ставится меньше, чем есть, изнутри ушиваются, стягиваются те самые туннели, и после операции мы накладываем здесь специальный валик, который прижимает кожу. На этой фотографии мы видим перфорацию, дырку в перегородке носа. То есть вот это вот у нас перегородка носа. А вот дырка. Мы видим, что слизистая на перегородке красная, воспалительная. То есть есть какое-то воспаление. Что-то попало в нос, человек чем-то болен. Слизистая должна быть бледной. Возможно, это после операции, после пластики перегородки, недостаточного кровоснабжения, присоединения инфекции, и начинает появляться вот такая дырка, она расширяется. Это также бывает с теми, кто годами пользуется сосудосуживающими каплями, и с теми, кто часто употребляет наркотики, а особенно нюхает кокаин. И даже в литературе есть такое понятие, как кокаиновый нос, cocaine nose. Съедается перегородка, исчезает и проседает полностью нос. Как решить этот вопрос? Делается пластика перфорации. Берется слизистая соседних зон, разворачивается, склеивается, и дырка закрывается. Но если дырка маленькая, поэтому обследуйте свой нос, делайте диагностику своего носа. КТ, если хотите МРТ, но лучше КТ и эндоскопию. Данная фотография тоже из интернета, и мне ее прислали. Мы видим результат подтяжки груди. Мы видим некроз ареолы. Такое случается при подтяжке. Редко, но случается, это описано в книге. Почему? Это случается за счет нарушения кровоснабжения самого соска. То есть или слишком много приходит крови, и она не успевает отойти, или же недостаточно приходит крови, не хватает кислорода ареоле соску. Те случаи, которые я видел в своей практике, они были связаны с тем, что клиент не приходил на осмотр. То есть клиент пропал, потом через месяц-два появляется, говорит, вот отпал сосок. То есть было какое-то потемнение, он не приезжал, не показывался. Очень важно наблюдать ареолу и сосок в первые 3-4 дня. То есть каждый день своему хирургу присылайте фотографии своего соска. Если видите где-то какое-то потемнение, побеление, еще что-то, сразу же позвоните хирургу, пришлите фотографию. Вот в первую неделю можно всегда спасти
сосок и ареолу. И мы видим также, видите, вот расхождение шва по центру, воспалительная реакция. Опять-таки, нужно дождаться, пока здесь останется шрам, и потом перешить. Можно ли восстановить ареолу, сосок? Можно. Делается пластика соска. Единственное, что по цвету он будет похож на вот соседние участки кожи, он будет светлый. Потом нужно просто перманентным татуажем это все сделать. Почему люди делают подтяжку? Зачастую делают подтяжку, потому что грудь оттягивается вниз, тянет, потеет, тяжело, и люди вынуждены делать подтяжку груди. Поэтому, если такое уже произошло, можно в последующем исправить, восстановить, сделать пластику, но чтобы до такого не довести, особенно первую неделю, постоянно будьте на связи со своей клиникой и со своим специалистом. Итак, прислали мне такую фотографию. Это первые дни после ринопластики, я так понимаю, неделя, не знаю. Почему такое бывает? Многое зависит от техники выполнения операции. Чем тоньше инструмент, чем быстрее работает хирург, чем в правильной зоне с правильной отслойкой работает хирург, тем меньше вероятность таких вот результатов после операции. Синяки сойдут, ну точно сойдут. Но единственный вопрос – это социальная жизнь. Не выйдешь с таким взглядом на улицу. Вы можете видеть мои результаты операции, и вы видите, что у моих клиентов такого нету. В принципе, они часто публикуют себя в социальных сетях, со стрипами и так далее. Уже на следующий день у нас клиенты после операции улетают, выходят на работу. И опять-таки мы не используем фиксатор, мы используем только тейпы. Не к слову, что я, допустим, себя хвалю, просто у меня другая техника. И моя техника позволяет мне по максимуму беречь все сосуды и не привести к вот таким вот гематомам. Но если мы используем большие, крупные инструменты, если идет сильный удар, если идет такая не всегда правильная отслойка ткани, да, вот может быть такая реакция ткани. Но это все проходит. Главное, конечно же, результат после операции. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск и эта подборка осложнений неудачных операций. Я буду ждать от вас ссылки, фотографии по поводу других операций и с радостью прокомментирую, расскажу. Еще раз, я не упомяну ни разу имя, фамилия доктора или клинику. Я говорю, рассказываю и показываю все то, что мы можем увидеть в интернете и то, что может вас напугать. Я с радостью развеиваю мифы.